Кэтрин Найт убила своего сожителя и хотела скормить его детям. Исей Сагава стал получать сотни любовных признаний от японских девушек после того, как съел европейскую студентку. Об этих и других ужасающих людоедах мы поговорим сегодня в ролике. Включите свет, проверьте, заперта ли дверь и приготовьтесь, мы начинаем. Наши чудовищные истории начнутся с России, где в 2017-м Краснодар потрясла история Дмитрия и Натальи Бакшеевых. С виду это была обычная пара, он худощавый, разнорабочий, с темными глазами, она медсестра средних лет с уставшим взглядом. Но их нормальность была лишь прикрытием. Все раскрылось, когда рабочий нашел потерянный телефон Дмитрия с жуткими селфи. На них Бакшеев позировал с отрезанной рукой во рту, засовывая пальцы в нос. С этого селфи люди начали погружаться в адский мир семьи. Полиция нагрянула в их комнату общежития военного училища. То, что было найдено там, повергло полицейских в ужас. В холодильнике лежали банки с консервированным мясом, замороженные куски в холодильнике, кастрюли с остатками еды. Сначала пара отнекивалась, но затем Дмитрий признался. Он убил 35-летнюю женщину, с которой пил. Во время пьянки убитая женщина якобы начала приставать к Дмитрию, и это взбесило Наталью. По приказу супруги Дмитрий зарезал ножом собутыльницу. Следствие доказало одно убийство, но слухи говорили о 30 жертвах за 20 лет. Соседи вспоминали пропавших гостей и зловония из квартиры. Сейчас Наталья отбывает 10 лет строгого режима. Ее муж не дожил до колонии, умерев при неизвестных обстоятельствах в госпитале. Жители поселка Березовка, близ Хабаровска, тоже пережили жуткое соседство с людоедкой. Здесь жила Софья Ивановна Жукова, старушка, ставшая ужасом наяву. В свои 80 лет ее прозвали уссурийской тигрицей за серию убийств. В декабре 2005 года пропала 8-летняя Настя. Она вошла с Жуковой в подъезд и исчезла. Спустя 2 недели останки нашли возле дома, но бабушку никто не заподозрил. В 2013-м подруга людоедки по имени Анастасия пропала после ссоры. Личина бабушки была открыта миру в 2019, когда дворник Василий, снимавший комнату у Софьи, был зарублен топором. Часть останков вскоре была найдена в мусорном баке. Полиция нашла подозрительное мясо в холодильнике пенсионерки, а также топор с запекшейся кровью. Софья сначала не признавалась, но потом похвасталась перед сокамерницами и в остальных убийствах. Убила всех троих. Девочку за шум, подругу за хвастовство, дворника за попытку изнасилования. Ходили слухи о том, что Софья делала из человеческого мяса холодец, пирожки, которыми угощала соседей. Она умерла в 2020-м от ковида, избежав суда. Австралия. Покинем ненадолго Россию и перенесемся в Австралию в нулевые годы. Кэтрин Найт, 44-летняя женщина с грубым лицом, работала на бойне, виртуозно владея ножом. С детства она отличалась жестокостью и высоким уровнем агрессии. Ее жертвой стал Джон Прайс, сожитель, решивший уйти от ненормальной женщины. Кэтрин его не отпустила. Ночью она нанесла Джону 37 ударов ножом, освежевала тело, сварила голову с овощами и поджарила куски. Стол был накрыт для его детей с запиской «Ешьте». Ее мастерство мясника шокировало полицейских. Кожа была снята и висела перед входом в дом, в кастрюле варилась голова. Полиция пришла на ужин вовремя. Кэтрин росла в жестокой семье, пережила насилие, а на бойне научилась видеть во всем живом лишь мясо. Психологи говорят о садизме и пограничном расстройстве Кэтрин. После убийства она попыталась покончить с собой, выпив огромную дозу таблеток. Однако людоедку успели спасти. Суд дал ей пожизненное. Это был первый случай вынесения такого тяжелого приговора женщине в Австралии. Ее дом снесли, но память о зверствах все еще жива. Возвращаемся в Россию, на Урал. Василий Смирнов. Каннибал, чье угрюмое лицо было маской чудовища. Крепкий и молчаливый мужик из поселка Аргаеш выглядел как типичный работяга. Но в 1997-м его натура вылезла наружу. Пропал местный житель и след привел к дому Смирнова. Полиция вошла и замерла. В подвале лежал расчлененные тела. В холодильнике замороженное мясо. На кухне были обнаружены следы готовки. Смирнов признался, убил 8 человек, а их плоть ел. Его жертвами стали собутыльники, соседи, случайные гости. Он заманивал их домой, убивал топором или ножом, разделывал и готовил. Полиции сказал, что не хотел тратиться на еду. Варил, жарил, хранил излишки. Соседи вспоминали, как он угощал их мясом. После следствия стало ясно его происхождение. Следствие доказало 8 убийств, но слухи говорили о десятках. Хладнокровие Смирнова пугало. Никаких сожалений к жертвам, лишь равнодушие. На маньяка повлияло много факторов. Нищета, алкоголь, психопатия. Он рос в бедности, пил, временами взрывался приступами ярости. Психиатры признали его вменяемым. Все убийства Смирнов творил осознанно. В 1998-м его осудили на пожизненное заключение, а в 2000-х годах он умер в тюрьме.
Наш путь лежит в Новокузнецк в 90-е годы прошлого века. Александр Спесивцев, житель Новокузнецка, получивший прозвище «Сибирский каннибал». Худой, бледный, с пустыми глазами, он стал кошмаром города. Его пик убийств пришелся на 1996 год. Именно в то время жильцы пожаловались на зловоние из его квартиры. Полиция ворвалась и остолбенела. В ванной лежало тело девочки, в кастрюле суп из плоти, в комнате были разбросаны кости. И среди всего ужаса находилась и мать убийцы, Людмила, соучастница преступлений. Спесивцев заманивал детей с улицы, чаще девочек от 10 до 15 лет. Убивал ножом, расчленял, ел. Мать помогала, выносила останки, готовила. Доказали 19 убийств, но жертв могло быть до 80. В квартире нашли дневник с садистскими записями. Спесивцев ненавидел людей, особенно женщин, после неудачной любви. Мать фанатичная и властная подогревала его безумие. Шизофрения сделала его монстром, не знающим пощады. В 1997 его отправили в психбольницу строгого режима, мать получила 13 лет тюрьмы. Спесивцев жив и сейчас находится за решеткой. Его дело – одна из самых мрачных страниц России. Казань, 80-е годы прошлого века. Тут нас встречает история Алексея Суклетина или же садовника-каннибала. Этот высокий и спокойный мужчина с добродушным лицом был школьным сторожем, но в садовом домике Суклетина творился ад. С 1979 по 1985 год он убил 7 женщин, заманивая их к себе домой. Убивал молотком или ножом, расчленял, а плоть ел. Помогали ему любовница и друг, настоящая команда людоедов. Суклетин был мастером обмана, добродушно приглашал женщин на чай, а потом внезапно нападал. Он жарил мясо, варил супы, даже угощал соседей. Полиция накрыла его в 1985-м, найдя кости в саду и мясо в его погребе. Маньяк признался, любил вкус своих жертв. Его садизм шокировал. Он наслаждался процессом умерщвления и дальнейшей готовки. Доказали 7 жертв, но могли быть и другие. Любовница получила 15 лет, друг расстрел, а Суклетин тоже расстрел в 1987-м. Суклетин презирал женский пол. Он видел в женщинах добычу. Его сад стал могильником, а дом — адской кухней. Соседи до сих пор вспоминают его угощение с дрожжью. Суклетин — пример того, как под маской добряка может скрываться настоящее чудовище. Навсегда покидаем Россию и плывем в США начала 20 века. В то время в Штатах жил один из самых жутких каннибалов в истории – Альберт Фиш. Этот седой старик с добрыми глазами и мягким голосом выглядел как безобидный дедушка. Но за улыбкой старика скрывался сущий кошмар. Фиша поймали в 1934 после исчезновения десятилетней Грейс Бад. Фиш написал ее семье письмо, где с садистским наслаждением описал, как убил девочку, расчленил и съел. Это был не первый случай убийства. Он признался в десятках жертв. Фиш заманивал детей конфетами или обещаниями работы. Убивал ножом, молотком или пилой, а потом готовил блюдо. Его любимым было мясо ягодиц. Он жарил его с луком. Доказали 3 убийства, но он хвастался сотней. Его детство было отвратительным. Голодная жизнь в приюте, вечные побои, насилие со стороны сверстников и не только. Все это породило в Альберте садизм и религиозный бред. Он считал свои действия жертвой Богу. Психиатры нашли у него множество расстройств, но суд признал его вменяемым. В 1936 Альберта казнили на электрическом стуле. Фиш шел на смерть с улыбкой, сказав, что это будет высшее наслаждение. Его письма и признания до сих пор леденят душу людей по всему миру. Обратим свой взор на солнечную Центральноафриканскую республику 70-х годов прошлого века. В то время тут правил Жан Бедель Бокасса, диктатор и самопровозглашенный император. Этот грузный мужчина с громким голосом правил с особой жестокостью. Его поймали на каннибализме в 1979-м, когда нашли человеческие останки в его дворце. Он ел врагов, чтобы впитать их силу, так говорил он журналистам. Бокасса убивал политических противников, студентов и даже школьников. В его холодильнике нашли большие запасы человеческого мяса, а слуги рассказывали, что он частенько заказывал особые блюда. Один раз Бокасса якобы подал гостям жареное мясо человека, выдав его за говядину. Доказали несколько случаев убийств, хотя, по слухам, Бокасса умертвил и съел около сотни людей. Что могло сделать его таким? Вероятно, нищета и желание властвовать над людьми. Бокасса вырос в бедности, служил в армии, а став лидером, потерял грань дозволенного. В 1987 его свергли и осудили на казнь, но позже помиловали. Умер он в 1996, оставив после себя легенду о императоре-людоеде. Бокасса — пример, как деньги и власть превращают человека в монстра.
Уйдем из Африки в холодную Германию 21 века. Именно здесь, 25 лет назад, Амин Майвес, вежливый и тихий программист, шокировал мир. Он разместил объявление в интернете, искал человека, готового быть съеденным, нашел некоего Брандеса, который согласился. Во время встречи они занялись половым актом, после чего Майвес отрезал гениталии любовника и попытался их приготовить. Брандес во всем ему помогал. После, когда Брандес истекал кровью уже несколько часов, Армин добил его и ел несколько месяцев. Майвес жарил мясо с чесноком, варил супы, замораживал куски. Он признался, что мечтал о каннибализме с детства, вдохновляясь детскими сказками. Жертва пошла на смерть добровольно, как заявлял Майвес, но это не умаляло его ужасного поступка. Полиция нашла видео и останки мужчины в 2002. Майвес получил 8 лет за непредумышленное убийство, но позже срок заменили на пожизненное заключение. Майвес называл свой акт каннибализма актом любви. Переносимся в Японию в 1981 год. Исей Сагава, невысокий худощавый студент с тихим голосом, стал примером вопиющего беззакония и безнаказанности. Сагава учился в Париже, когда его темные фантазии вырвались наружу. Его жертвой стала Рене Хартевельт, 25-летняя голландка-однокурсница. Сагава заманил ее домой под предлогом перевода стихов. Там он застрелил ее из ружья, а потом 2 дня ел ее тело. Он отрезал куски, жарил, ел сырыми, фотографировал процесс. Сагава хотел впитать ее красоту. Он признался, что мечтал о каннибализме с юности, вдохновляясь женской плотью. Поймали его, когда он пытался выбросить останки в чемоданах в парке. Полиция заметила кровь. Его арестовали, но Франция депортировала его в Японию. Там психиатры признали его невменяемым, но через 5 лет он вышел из психбольницы. Сагава стал знаменитостью. Писал книги, давал интервью, даже снимался в фильмах. Он умер в 2022, так и не получив наказания за содеянное. Его случай уникален. Каннибал стал звездой. Что страшнее в этой истории? Его хладнокровие или то, что мир принял его? Снова Соединенные Штаты Америки, только уже 70-е годы прошлого века. Отис Тул, грязный, бородатый бродяга с пустым взглядом, навсегда вошел в историю криминалистики. Вместе с напарником Генри Ли Лукасом он скитался по стране, убивая и поедая жертв. Тул признался в сотнях убийств, но доказали около 6. Его каннибализм стал известен общественности в 1983, когда он рассказал, как жарил мясо жертв на костре. Одна история про девочку, которую он зарезал и съел с соусом барбекю. Тул рос в аду, пережил побои, насилие и ужасающую нищету. Он был умственно отсталым, страдал эпилепсией и шизофренией. С Лукасом они стали ангелами смерти, убивали ради еды, денег, удовольствия. Тул даже говорил, что человечина вкуснее курицы. Поймали его в 1983 за поджог, а потом вышли и на убийство. В 1996 он умер в тюрьме от цирроза, оставив после себя споры. Сколько жертв бродяги было на самом деле? Последний раз посетим Африку. Здесь нас снова встречает диктатор, правитель Уганды Иди Амин по прозвищу Пожиратель людей. Этот огромный мужчина с широкой улыбкой правил страной с 1971 по 1979 год. Его не раз обвиняли в каннибализме. Слуги рассказывали, как он хранил головы врагов в холодильнике и ел их плоть. Один из министров якобы видел, как Амин отрезал кусок тела убитого и пробовал его на вкус. Амин убил до 500 тысяч человек, политических противников, случайных граждан. Каннибализм был частью его устрашения. Он верил, что поедание врагов дает ему силу. Доказательств всех убийств недостаточно, однако слухи подтверждали солдаты Амина. В 1979-м его свергли, после чего он бежал в Саудовскую Аравию и умер там в 2003-м, избежав суда. Правление Амина является темным пятном в истории Африки. Возвращаемся в Соединенные Штаты Америки в период с 1978 по 1991 год. В этот период на жителей наводит страх некий молодой человек по имени Джеффри Даммер. Этот блондин с мягким голосом и застенчивой улыбкой убил 17 мужчин и мальчиков. Его поймали в 1991, когда жертва сбежала и привела полицию. В его квартире нашли отвратительные улики бесчеловечной жестокости Даммера. Головы в холодильнике, кости в бочках, мясо в морозилке. Даммер заманивал парней домой
домой под разными предлогами, затем усыплял с помощью подмешанного в еду снотворного, убивал, а потом ел. Дамер растворял большую часть тел в кислоте, но некоторые куски жарил или варил. Его любимым лакомством было сердце. Дамер особенно подчеркивал прелесть данного органа. Убийца фотографировал процесс умерщвления, создавая тем самым жуткий архив. Доказали 17 убийств. Все были с актами каннибализма. Дамер рос в одиночестве, увлекался анатомией, а потом сорвался с катушек. Психиатры нашли у него склонность к некрофилии и психопатии. В 1992 его осудили на пожизненное заключение, а в 1994 Дамера забили в тюрьме сокамерники. От краснодарских Бакшеевых до американского Дамера эти каннибалы показали, на что способны люди, потерявшие человечность. Кто вас шокировал больше? Пишите в комментариях, какая история ужаснула вас больше всего. Ставьте лайк, если выдержали до конца, и подписывайтесь. Впереди еще много жутких тайн.